Сегодня речь пойдет про вот этот кустарник, который у меня за спиной. Называется он Будлея Давида. Честно говоря, у меня к нему двоякое отношение. В чем-то он мне очень нравится, но в чем-то и не нравится. Ну давайте по порядку. Давайте сначала о его несомненных преимуществах. Это совершенно неприхотливый кустарник, который просто идеально подходит для нашего малоуходного сада. Ему подойдет любая почва, ну конечно в разумных пределах, то есть более-менее нейтральная, чтобы она была по кислотности. По составу эта почва может быть любой. Он растет, этот кустарник, и на песчаных бедных почвах, и на глинистых, вот как здесь. Он довольно морозоустойчив, то есть в принципе без проблем растет по всей территории Украины. Этот кустарник не едят ни вредители и обходят стороной болезни. Он цветет, он очень красиво цветет, и причем цветет продолжительное количество времени. Ну, примерно так. От середины июля, где-то в некоторых регионах с начала июля, и фактически до первых заморозков, то есть где-то до сентября, где-то даже до середины октября или даже конца октября. Цветет, как я сказал, очень красиво. Причем разные сорта существуют этого кустарника, и он может цвести и белым цветом, и пурпурным цветом, и фиолетовым. Есть даже сорта биколоры, так называемые, двухцветные. И вот вроде бы все с ним хорошо. Посади и радуйся. Что же не устраивает? Есть у меня претензия, связанная именно вот с этим цветением. Дело в том, что развитие вот этого соцветия, вот этой метелки, происходит постепенно. То есть она как бы растет, удлиняется, но при этом снизу уже начинает цвести. Вот очень хороший пример, надеюсь, вам видно. Нижние цветочки уже отцвели, они уже засыхают. Здесь цветущее состояние, а здесь еще состояние бутонов. Они еще будут цвести, она еще будет удлиняться. И к чему это приводит? То есть фактически увидеть целую метелку полностью цветущую, может быть, повезет, пару дней вы сможете. И у вас на этом кустарнике, в общем-то, красиво цветущем, вот большое количество вот таких засохших или полузасохших соцветий. Естественно, есть варианты их обрезать, их рекомендуется обрезать. Почему? Во-первых, когда вы их обрезаете, вот такие отцветшие соцветия, вы стимулируете появление новых бутонов. Вот они, видите, в междоузлиях. Потом они отцветут, мы их тоже срежем, начнут ниже вот здесь образовываться, кустарник цветет долго. Он цветет, как я сказал, аж до заморозков. Но все бы хорошо, если куст, вот как здесь, например, 2 метра высотой. А если он 3 метра высотой, а будлея может до 3 метров вырастать и даже выше при благоприятных условиях на каких-то питательных почвах, скажем. Вот и попробуйте ее обрезать, и обрезать придется часто. И вот получается, что из малоуходного кустарника во второй половине лета, осенью, он превращается в очень уходный кустарник, если вы, конечно, хотите, чтобы он декоративно и красиво выглядел и украшал ваш сад. Есть еще один вариант. Дело в том, что можно будлею перед зимой, поздней осенью, просто обрезать на пень. Оставив сантиметров 10-15 пенечки, в принципе, можно даже на уровне земли обрезать. Ведь будлея, скажем, в более северных регионах может вымерзать до уровня земли. И ничего, перезимовавшая корневая система, можно ее утеплить, корневую систему прикрыть чем-то, она весной снова дает побеги, и будлея будет цвести. Но за счет того, что она будет как бы заново каждую весну отрастать, естественно, большого размера она приобретать не будет. Она будет где-то вот в пределах досягаемости ваших рук. И обрезать ее, естественно, будет проще. Теперь позвольте несколько очень важных замечаний, на мой взгляд, про Будлею Давида. Дело в том, что это типичный представитель летних цветущих кустарников. Помните, недавно я вам рассказывал про весенние цветущие кустарники, которые цветут на побегах прошлого года? А вот Будлея Давида – это летний цветущий кустарник, который цветет на побегах, которые уже выросли в этом году. Вот большой побег, который вырос выше меня, то есть 2 метра уже вырос он от низа ствола. И на его конце завязалась метелочка, которая потихонечку начинает распускаться. Именно поэтому летние цветущие кустарники мы обрезаем в конце осени. То есть, когда уже листва пожухнет, в общем, как обычно все, когда уже вегетация закончится. Но все-таки я настаиваю на том, чтобы обрезать не осенью, а обрезать ранней весной, до начала вегетации. Почему? Лично мне больше нравится, когда и зимой в саду, как говорится, есть во что взглядом упереться, когда все равно пускай засохшие, пускай спящие, пускай мертвые даже растения все равно стоят в саду и украшают его, чтобы какая-то структура сада была. Особенно хорошо эти растения будут смотреться в снежный период,
либо в период, когда изморозь какая-то. Даже можно оставлять, пускай небольшое количество вот этих засохших метелочек. На них вот эти капельки, изморозь очень хорошо и эффектно смотрятся. Как я сказал, можно обрезать буквально до земли, можно обрезать на пень, но имейте в виду, для того, чтобы хорошо и эффективно и быстро отрастало, будлею лучше всего садить на хорошо освещенное, полностью заливаемое солнцем место. Это кустарник, который очень любит свет, очень любит полное освещение. Ну и, конечно, почва. В принципе, если почва будет хорошо удобренная, питательная, то, конечно, расти он будет быстрее и мощнее. С другой стороны, надо ли вам это, чтобы за один сезон, даже обрезанный на уровень земли, он опять вырос вам до 3 метров, и обрезать его опять будет неудобно. В общем, как говорится, тут решайте сами. Чего еще будлея не любит, это застоя влаги. То есть почва должна быть хорошо дренированная. В начале сегодняшнего видео я говорил, что есть сорта, которые цветут разными цветами. Белыми, пурпурными, фиолетовыми, и есть биколоры. Вот эта огромная гора листьев и сухих веток – это ежевика. Но при ближайшем рассмотрении под этой горой находится кое-что для нас интересное. Закончил расчистку, и что же я увидел под этой копной ежевики? Увидел довольно возрастной, но вполне себе хороший куст будлеи. Но самое интересное в другом. На одном из стволиков я обнаружил магазинную этикетку. На ней написано «Будлея Давида, сорт Flower Power». И если это действительно так, это очень интересный сорт. И нас ждет незабываемо красивое цветение. Надо немножко подождать. Вот я снимаю этот фрагмент 15 июня. Остальные будлеи, которые не были заросшими, они уже начали формировать бутоны цветочные. Здесь она стояла под укрытием ежевики. Скорее всего, с небольшим опозданием сформируют эти цветочные бутоны, но очень надеюсь, что цветение мы увидим. Ну а вот теперь посмотрите, как он начинает цвести. Да, он цветет немножко позже, как я сказал, потому что был закрыт ежевикой, но тем не менее расцветает и действительно смотрится очень эффектно. Что бы я хотел сказать в конце. Когда вы слушаете садовых блогеров, имейте в виду, все они рассказывают о своем. Все они рассказывают о своем опыте на своем участке, ну или на своих участках, если этих участков было несколько. Поэтому только вам на своем участке решать, нужно вам это растение или не нужно. Если после просмотра сегодняшнего видео кто-то скажет: «О, нет, нет, мне не нужно, зачем мне вот это вот надо, столько забот и хлопот», вы поступите неправильно. Возьмите, посадите, поухаживайте за ним пару сезонов, 3 сезона, и уже тогда решайте сами, нужно вам это или нет. А у меня на сегодня все. Скорейшей нашей победы и всего доброго. Ну да, и какой же рассказ про будлею без бабочек?